Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео я попробую вкратце рассказать, что такое MAC-адрес, зачем он нужен, где его можно увидеть, какие типы MAC-адресов существуют, ну и, разумеется, примеры из жизни. MAC-адрес – Media Access Control. Это уникальный аппаратный идентификатор сетевой карты. Выглядит как 12 16-ричных цифр, назначенный заводом-производителем, который применяется в основном в сетях Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, ну и так далее. Он имеет длину 48 бит и выглядит как 16-ричное число, разделенное двоеточием, тире или точками. Тут все зависит от предпочтений производителя сетевых карт. Например, 4C, двоеточие, 3C, двоеточие, 16, двоеточие, 49, двоеточие, 62, двоеточие и. То есть в двоичной системе счисления оно имеет длину 48 единиц и нулей. Итого количество свободных MAC-адресов 2 в 48 степени, но на самом деле 2 в 46 степени, так как 2 бита несут в себе служебную информацию. В любом случае это довольно приличные цифры, и в отличие от IPv4 они не скоро истощатся. Разберем подробно устройство MAC-адреса. Первая половина MAC-адреса – это идентификатор производителя оборудования. В сети можно найти таблицы сопоставления цифр и производителя. Вторая половина задается производителем оборудования, чтобы каждый адрес был уникальным во всем мире. Рассмотрим в двоичной системе счисления два специальных бита, то есть 7 и 8. 7 бит. MAC-адрес назначается заводом-изготовителем, но администратор может его изменить. Тогда по-хорошему 7 бит он должен поменять на единичку. По умолчанию там стоит 0. Но если это не сделать, работоспособность сети не изменится. 8 бит. Существует три типа MAC-адресов. Unicast – индивидуальный. Данные придут только на это устройство, поскольку в 8 бите стоит 0. Multicast – групповой. Данные придут на устройство в группе. Чтобы MAC-адрес сделать групповым, нужно, чтобы в 8 бите стояла единица. Broadcast – широковещательный. Данные придут на все устройства в сети. MAC-адрес выглядит как 6 пар F, разделенные тире или двоеточием или точками. Или в двоичной системе счисления все единицы. Как правило, производители сетевого оборудования выкупают диапазоны MAC-адресов, а потом назначают их своим изделиям. Это порой с некоторой долей вероятности помогает найти нужный драйвер. Почему именно с некоторой долей вероятности? Дело в том, что некоторые производители иногда берут MAC-адреса из диапазона других производителей. Что касаемо сети Ethernet и Wi-Fi, при помощи нехитрых манипуляций любой практически владелец техники может самостоятельно поменять MAC-адрес. Во многих источниках указано, что исторически MAC-адрес зашивался в железо на заводе и изменить его было невозможно. Но мне попадалось оборудование начала 90-х, и там при помощи утилиты или утилиты, кому как удобнее, под DOS, все прекрасно менялось. Где-то в 10-х годах мне попадались материнки, которые без записи MAC-адреса просто не работали в сети. Во многих источниках указано, что производитель присваивает уникальный MAC-адрес. Однако пару раз встречалось с тем, что была закуплена большая партия сетевых карт или оборудования, полностью исправного, и все поодиночке прекрасно работало. А стоит их закинуть в одну сеть, и два компьютера или могут работать с перебоями, или вообще не выходить в сеть. При разборе полетов выяснилось, что в этой партии просто на некоторых вещах совпали MAC-адреса. В теории MAC-адрес не должен быть на 100% уникальным, но он должен быть уникальным в пределах одного сегмента сети VLAN. Еще о коллизиях в сети сейчас вспомнилось. Сетевое оборудование хранит хэш-сумму MAC-адресов. Хэш-сумма – это результат некого действия над числом, которое невозможно повернуть вспять. Например, 2 в степени 2 равно 4, и минус 2 в степени 2 тоже равно 4. Для первого и второго числа хэш-сумма будет 4, и невозможно понять, какое число было искомым. Но в этом и проблема. У нас есть два разных MAC-адреса, хэш которых получился одинаковым, и из-за этого будет конфликт. Да, у большинства железок есть алгоритм, по которому разрешается эта коллизия,
но при больших нагрузках это может быть ощутимым. И если вы считаете, что вариант коллизии с физическим железом крайне неприятен, хоть и маловероятен, то это вы не работали еще с виртуальной инфраструктурой, когда что-то где-то идет не так и поднимается куча виртуалок с одним MAC-адресом. Как известно, чтобы устройству работать в интернете, ему нужен IP-адрес. Но чтобы сетевое оборудование назначило IP-адрес именно этому конкретному устройству, нужен какой-то идентификатор конкретного устройства, которым и выступает MAC-адрес. Если с Ethernet и Wi-Fi все понятно, то зачем же знать о MAC-адресе в сетях Bluetooth? Ответ прост. Вот, предположим, в 3 часа ночи ваши много неуважаемые соседи сверху включают Bluetooth-колонку. Да так, что все 12 этажей просто содрогаются от их музыки и пения, голосами, которыми только в туалете кричать «занято». И какая разница, что всему дому завтра на работу, что многие работают интеллектуальным трудом, а от многих людей зависят жизни и здоровье других людей. К примеру, тот же хирург, который будет делать операцию на мозге или глазах. А про стариков, у кого давление от ночного шума, я вообще молчу. Разумеется, полиция вызывается, да и соседи просят вежливо сделать потише. Но у людей праздник, и их нужно уважать и терпеть неудобства, за которые они извиняются. Вообще, как по мне, в ряде стран слишком мягкие законы о тишине. В такие моменты мне начинает нравиться законодательство некоторых азиатских стран относительно тишины в спальных районах, где за такой шум придет штраф по цене квартиры, и из квартиры выселят на слово, которое произносится как вот этот китайский иероглиф, который означает «возвращаться». На самом деле в китайском языке очень много иероглифов с таким произношением, которые произносятся в разных тонах. Так вот, 3 часа ночи, вы не можете уснуть из-за шума, беруши не помогают, и вы резко хотите изучить технологию Bluetooth. Вы берете свой ноутбук с Linux и начинаете ставить эксперименты со своими Bluetooth наушниками. Вы четко должны знать MAC-адрес своих наушников и MAC-адрес Bluetooth-колонки соседей, дабы не ошибиться и не помешать людям петь караоке, слушать музыку в 3 часа ночи и прекрасно проводить время. Посмотреть, какой MAC-адрес у вашей сетевой карты на компьютере можно командами. Для Windows ipconfig, косая черта или слэш, кому как нравится, all. Linux ip-link-show, FreeBSD ipconfig, вертикальная черта, pipe, оператор конвейера, перенаправление вывода одной команды в другую. Кому как удобнее это называть и произносить. Grep Ether или в графическом интерфейсе. А также существует много приложений на телефон, чтобы посмотреть MAC-адреса устройств вокруг. Вообще, очень советую поизучать технологию Bluetooth. На самом деле, это огромный пласт правил, стандартов, протоколов. Некоторые механизмы очень похожи на технологию Wi-Fi. Однако в разы проще, и все, что нужно, это MAC-адрес устройства, с которым собираетесь поиграться. Надеюсь, это видео было полезным. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, Дзен и Рутуб. Все ссылки в описании к видео. Пишите свое мнение об увиденном. Спасибо за просмотр. Всех с наступающим или у кого-то уже наступившим новым 2026 годом. Желаю крепкого здоровья, тяги и сил к изучению чего-то нового, попыток создания чего-то своего. Разумеется, дело, которое приносило бы вам хороший доход и не было бы в тягость. Беречь себя и любить правильной любовью, то есть следить за сном, питанием, физическим и психическим состоянием. Больше гулять, изучать что-то новое, к примеру, языки. И нет, не программирование. Рисовать, вязать, лепить, делать ремонт в квартире и так далее. То есть то, где вы видите результат. К слову, это полезно тем, кто работает с коммерческим кодом годами и не может пощупать результат своей деятельности.
И, по традиции, хорошего настроения и огромной удачи!